Всем доброго времени суток. Мы продолжаем серию лекций по материи медики Полихрестов доктора Джоса Айсека. И сегодняшняя наша тема – препарат Фосфорус. Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Materia Medica of Polihrests, and today our topic is Phosphorus. Наша следующая встреча состоится 13 марта в 17:30 по московскому времени, и тема будет силицея. Our next topic, our next webinar will take place on 13th March, 5:30 p.m. Moscow time. And our topic will be Silesia. Okay, Dr. Jos. Dear friends, colleagues, Дорогие друзья, коллеги, our topic today is phosphorus. Сегодняшняя наша тема – препарат Фосфорус. One of the most important polychrests. Один из самых важных полихрестов. And it comes in the mineral kingdom. И он относится к минеральному царству. So as you know, the mineral kingdom, they belong to the, bodybuilders. Как вы все знаете, что царство минералов, они относятся к строителям тела. And these bodybuilders have great action on the development of our body. И вот эти строители тела, они очень сильно влияют на развитие нашего тела. And it is a polychrest also. И этот препарат – это полихрест также. Which means that it has action on almost all parts of the body. Что означает, что он действует практически на все части организма. And before going to that, let me say that the phosphorus comes under the syphilitic remedies. И я бы хотела еще сказать, что фосфор – это сифилитический препарат. Phosphorus mainly belong to the syphilitic miasm. Фосфор преимущественно принадлежит сифилитическому миазму. And so as you know, syphilitic miasm is the one which has degenerations, ulcerations. И как вы все знаете, сифилитический миазм, к нему относятся дегенерации, изъязвления, недоразвитие. Because it comes under the syphilitic miasm mainly. Потому что преимущественно это относится к сифилитическому миазму. We cannot say one remedy is totally under one miasm because that remedy may be having symptoms of psora, psychosis also. Мы не можем сказать, что один препарат принадлежит только какому-то одному миазму. Вот, потому что другие, он может принадлежать и сикозу, и псоре тоже. But the major symptoms or majority of the symptoms of phosphorus are syphilitic in nature. Но основные симптомы или большинство симптомов фосфора, они сифилитические по своей природе. Then coming to the constitution of phosphorus. Потом, что касается конституции фосфора. Tall, slender people. Это такие худые, высокие люди. Who tend to stoop. У которых склонность сутулиться. Here we have to differentiate between phosphorus and sulfur. И здесь нам нужно дифференцировать между фосфором и сульфуром. Sulfur is also stoop-shouldered. Sorry, say it again, please. Stoop-shouldered. Sulfur is also stoop-shouldered. Сульфур тоже сутулый. So these two remedies comes closer.
И вот эти два препарата, они стоят рядом. One important feature of phosphorus is by the age of or between the age of 12 to 16, these children grow up very fast and will be usually the tallest in the class. Важная особенность фосфора в том, что между 12 и 16 годами эти дети очень начинают быстро расти, и обычно это самые высокие дети в классе. So within a period of 6 months, 1 year, you can see these people or these children growing up very fast, becoming taller and lean. И в течение короткого периода, там за полгода-год, вы видите, как эти дети очень быстро начинают расти, набирать рост, и они еще очень худые. So phosphorus is tall and lean and stoop-shouldered. И фосфор, он высокий, худой и сутулый. Then coming to the mental symptoms of phosphorus, Потом, что касается психических they are симптомов, oversensitive to all senses, smell, etc. Фосфор очень сверхчувствителен ко всем, все его чувства обострены, то есть это запахи, звуки и так далее. Ко всему он чувствителен очень. Phosphorus is one of the remedies for hyperactive or autistic children. Фосфор – это один из препаратов для гиперактивных детей, детей с аутизмом. They are restless, fidgety, and wants to move continually. У них есть беспокойство, двигательное беспокойство. Это дети, которые постоянно в движении. Like Synga metallicum. Это подобно цинку металликум. Then they are also unwilling to talk. Также они не хотят разговаривать. And also they answers very slowly because usually that answer slowly, talk slowly, all this comes in syphilitic individuals. И обычно они отвечают очень медленно, потому что вот это вот медленно отвечают, медленно думают, это все относится к сифилитическому миазму. And coming to the symptoms of phosphorus. Потом, что One more касается thing is that симптомов, they have nymphomania. один из симптомов – это нимфомания. That is one of the main symptoms of phosphorus. Это один из Although it is not a woman remedy. Это один из основных симптомов фосфора, хотя это не женский препарат. Also, this is one of the main hemorrhagic remedies in the Materia Medica. Потом это также один из основных препаратов на кровотечение в нашей материи медики. Hemorrhage of bright red blood. Кровотечение алой кровью. It's a remedy for metrorrhagia. Это препарат на метроррагию. Hemoptysis. На кровохарканье. Or hemorrhage from any part of the body. If it is a bright red blood, you have to think of phosphorus. Или кровотечение из любой части организма. Если это алая кровь, вам надо обязательно подумать про фосфор.
Phosphorus is one of the main remedies for nosebleed also. И фосфор – это один из основных препаратов при носовых кровотечениях также. You can see some children having this nosebleed in cold climate. Мы можем наблюдать у некоторых детей вот эти носовые кровотечения в холодную погоду. And the most important remedy is ammonium carb. И самый важный препарат в этом состоянии – аммониум карбоникум. Usually from polyp or any growth in the nose or in adenoids. Обычно это происходит из-за полипа или какого-то разрастания в носу или аденоидов. I would say the second remedy is phosphorus. Я бы сказал, что второй препарат при носовых кровотечениях – это фосфорус. And in both remedies, in ammonium carb and in phosphorus, the miasmatic complementary is tuja. И у обоих препаратов, и у аммониум карбоникум, и у фосфор, у них дополняющий препарат туя. Then another important factor is burning. Потом еще важный симптом у фосфора – это жжение. You know, the main burning trios are arsenic, phosphorus, sulfur. Вы знаете, основное трио препаратов на жжение – это арсен, фосфор, сульфур. So arsenic and phosphorus, even though they are chilly, Арсен и фосфор, несмотря на то, что они зябкие, they are burning remedies also. это препараты на жжение тоже. So the differentiation is, if the patient is hot with the burning sensation, you can think of sulfur. И дифференцировать можно следующим образом. Если пациент жаркий и у него жжение, то вы можете подумать про сульфур. And a chilly patient with the burning, you have to think of arsenic and phosphorus. И если это зябкий пациент и у него жжение, то вы можете подумать про арсен и фосфор. Another important action of phosphorus is in lung diseases, especially pneumonia. Еще важное применение фосфора – это при заболеваниях легких, особенно при пневмонии. And phosphorus is considered one of the best remedies for pneumonia worse on the left side with the blood-tinged sputum. И и фосфор считается одним из лучших препаратов при пневмонии с левой стороны и с мокротой, с прожилками крови. And one of the main indications is, even though the patient has fever and chilly, they wants ice cold water. И еще одно из основных показаний, когда у пациента лихорадка и он зябкий, у него желание ледяной воды. The chilly remedies are usually have aggravation from cold. Зябкие препараты обычно имеют ухудшение от холода. Phosphorus also has aggravation from cold, except in the stomach complaint. У фосфора тоже ухудшение от холода, за исключением желудочных жалоб. In stomach complaints, they feel better by ice cold drinks. И при желудочных жалобах им лучше от ледяных напитков. Thirst is one of the main symptoms with which we differentiate different remedies in fever. И жажда – это один из основных жалоб, по которым мы дифференцируем препараты при лихорадке. The main thirst remedies are arsenic, bryonia,
chelidonium, phosphorus. Основные препараты с жажды – это арсен, фосфор, хелидониум, бриония, фосфор. Bryonia. Thank you. So the differentiation is arsenic alb wants small quantities. И дифференцируем мы следующим образом. Арсеникум альбум, он пьет маленькое количество воды. And they prefer warm water. И предпочитает теплую воду. And phosphorus wants large quantity. А Ice cold фосфор water. хочет большое количество ледяной воды. Bryonia wants large quantities of cold or warm, both. А бриония хочет большое количество любой воды, то есть и ледяной, и теплой воды, любой. Chelidonium prefer hot water. А хелидониум предпочитает горячую воду. Then, so this craving for ice cold water is the main indication of phosphorus in many inflammatory conditions. И вот это вот желание ледяной воды – это основное показание на фосфор при многих воспалительных состояниях. So this is the most differentiating feature. All other parts of phosphorus or all other systems in the body aggravates from cold, but stomach complaints are better by ice cold water or cold food. И это основная особенность фосфора. Все остальные части тела, все остальные там системы и органы, у них у всех улучшение от холода, в то время как желудочные жалобы улучшаются от ледяной воды. The burning of phosphorus also is on a particular area, that is mostly the spine. И жжение у фосфора тоже в определенной области, это преимущественно позвоночник. Then head symptom of phosphorus. Потом симптомы фосфора со стороны головы. The main, it is one of the main remedies for hair fall. Это один из основных препаратов при выпадении волос. If it is on round, bald spots. Если это волосы, If it is round, bald spots. если волосы выпадают такими круглыми пятнами, то есть пятно, которое вообще не имеет никаких волос. If the patient is hot, you have to think of lycopodium. И если в этом случае вот такой вот очаговой аллопеции пациент жаркий, то вам нужно подумать про лейкоподиум. So there are two remedies mainly for round, bald spots. That is, chilly patients require phosphorus and hot patients require lycopodium. Есть два препарата при очаговой аллопеции. Если это жаркий пациент, то это лейкоподиум, и если это зябкий пациент, то это фосфорус. Another important indication of phosphorus is degeneration of the lower jaw. Потом еще очень важное показание на фосфор – это при дегенерации кости нижней челюсти. Then, phosphorus is one of the remedies which we usually use for cough. Потом фосфор – это один из препаратов, который мы обычно применяем при кашле.
especially the cough which comes from cold air. Особенно кашель, который наступает от холодного воздуха. Nowadays, when people enter into a cold room or an air-conditioned room, some people have this cough, and that one is phosphorus. В наши дни кто-то заходит в холодную комнату, особенно комнату, например, помещение с кондиционером, и начинается кашель, и это фосфорус. So cough going from warm to cold air. То есть кашель, который наступает при переходе из теплого помещения в холодное. That is phosphorus. Это фосфорус. And the opposite is bryonia. И противоположное этому бриония. If a patient goes from cold to warm and get cough, that is bryonia. Если пациент переходит из холода в тепло, и это вызывает кашель, то это бриония. Then another important thing is the hoarseness of voice. Еще важный симптом у фосфора – это охриплость голоса. And when they talk or laugh, the cough comes. И когда они разговаривают или смеются, у них это вызывает кашель. So phosphorus is one of the main remedies for cough, especially in cold air. То есть фосфор один из важных, основных препаратов при кашле, особенно если это ухудшение от холодного воздуха. Then coming to the stomach symptoms. Потом, что касается симптомов ЖКТ. As we discussed earlier, phosphorus have amelioration from ice cold water. Как мы ранее обсуждали, у фосфора улучшение от ледяной воды. And when this water becomes warm in the stomach, it is thrown out. In vomiting, right? И когда вот эта вода согревается в желудке, то она выходит с рвотой. So phosphorus is one of the remedies for vomiting also. Таким образом, фосфор один из препаратов при рвоте тоже. Then phosphorus is a great remedy for chronic diarrhea. Потом фосфор – это очень большой препарат при хронической диарее. Phosphorus usually have a loose stool. У фосфора обычно жидкий стул. And another remedy in our Materia Medica for chronic diarrhea is calcareous carb. Еще один препарат в нашей материи медики, который на хроническую диарею, это калькарея карбоника. Even though both are chili, оба препарата зябкие. Calcareous carb is fat and phosphorus is lean. Калькарея карбоника полная, а фосфор худой. Then, one peculiar symptom of phosphorus is the stomach pain is better from ice cream. Потом еще особенный симптом у фосфора – это боль в желудке, которая улучшается от мороженого. It's a rare symptom. Это редкий симптом. Then, all of us know that severe craving for salt, the main remedy is natramur. Потом все мы знаем, что при сильной тяге к соли основной препарат – это натрий муриатикум. But phosphorus also has this symptom. Но у фосфора тоже есть такой симптом. And phosphorus is considered a remedy to antidote the bad effects of table salt.
И фосфор считается препаратом, который антидотирует плохие последствия употребления соли. Then coming to the modalities of phosphorus, Потом, что касается модальности фосфора. the main general modality is aggravation from cold or cold air. Основные общие модальности – это ухудшение от холода, от холодного воздуха. And aggravation from lying on left side or affected side. И ухудшение лежа на левой стороне или лежа на пораженной стороне. Then amelioration. Модальности Amelioration lying on right side. Улучшение лежа на правом боку. From cold water. От холодной воды. And in darkness. И в темноте. Then coming to the relationship of phosphorus. Потом, что касается связи фосфора с другими препаратами. The main remedy which we always compare with phosphorus is arsenic. Основной препарат, который мы всегда сравниваем с фосфором, это арсен. The main difference is arsenic prefers warm and phosphorus prefers ice-cold water. И основное отличие это то, что фосфор предпочитает ледяную воду, а арсен предпочитает теплую воду. And one main remedy you have to be careful is don't give causticum before or after. И еще важный препарат, которым вы должны быть осторожны, нельзя давать каустикум до или после фосфорус. So, one main remedy which comes as complementary is tuja. Основной препарат, который идет как дополняющий к фосфору, это туя. Then one of the component of bone is phosphorus also. Потом один из компонентов кости это также фосфор. То есть кости содержат фосфор. So like phosphorus should be considered for bone complaints along with the calcareous carb, silencia. И таким образом фосфор можно рассматривать при жалобах со стороны костей, так же, как и калькарокарбонику, силицею, Fluoric acid. ацидум флюорикум. Then phosphorus is a remedy for many, like I told you earlier, lower jaw, then the spine. И, как я уже ранее говорил, фосфор действует на кости нижней челюсти, на позвоночник. Since many of the respiratory symptoms of phosphorus corresponds to tuberculum, tuberculum can be the complementary to phosphorus in many conditions, especially respiratory complaints. И многие симптомы фосфора также соответствуют симптомам туберкулинума, особенно в респираторных жалобах. То есть можем подумать про туберкулинум вместо фосфора, особенно при респираторных жалобах. Remember, phosphorus is a main remedy for many respiratory complaints and stomach complaints. То есть вам надо запомнить, что фосфор – это основной препарат при многих респираторных жалобах и жалоб со стороны ЖКТ. Also, it is a remedy for diabetic neuropathy, where burning is the main symptom.
Также это препарат при диабетической нейропатии, когда жжение – это основная жалоба. Because many people nowadays get diabetes at the age of 40 and they are under medication for long years. After 10-15 years, they develop complications. And one main complication is diabetic retinopathy, diabetic neuropathy. И многие люди в наше время, у них развивается диабет около 40 лет, и позже, спустя 10-15 лет, у них развивается диабетическая ретинопатия, диабетическая нейропатия. Neuropathy, especially when there is the burning. И нейропатия, он показан особенно, когда присутствует жжение. Then one important symptom or disease which I forgot is phosphorus is almost specific in glaucoma. Еще один симптом, который забыл сказать, фосфор – это практически специфический препарат при глаукоме. We usually get very good results with the phosphorus. Обычно у нас очень хорошие результаты на фосфоре при глаукоме. And glaucoma is becoming a more common disease now. И глаукома становится все более часто встречающимся заболеванием. Also, phosphorus is one of the main remedies for sense organs. И также фосфор один из основных препаратов на органы чувств. Eyes, ears, nose. Такие как глаза, уши и нос. RBC. And it's also one of the main remedies for increased RBC production. Or any complaints with RBC, you can. И также это один из основных препаратов при повышенном уровне эритроцитов или любой проблемы, связанной с эритроцитами. And WBC, the main remedy is natrium ore. И если это лейкоциты, тогда это основной препарат будет натрий муреатикум. Like in thrombocytopenia, phosphorus is a great remedy. При тромбоцитопении фосфор – это очень большой препарат. Even in some cases of anemia from hemorrhage. И даже в некоторых случаях анемии от кровоизтечения. And another important indication of phosphorus is in fatty liver, and any fatty degeneration is there, phosphorus is a remedy. И также очень важное показание на фосфор – это жировой гепатоз или любое жировое перерождение где-либо в организме. And phosphorus is one main remedy for pancreas. И также фосфор – это один из основных препаратов на поджелудочную железу. Where there is steatorrhea or white stool. Когда присутствует стеаторея или белый стул. I hope we have almost covered all the main therapeutic indication of phosphorus. Я надеюсь, мы покрыли практически все основные клинические показания на фосфор. Because in our lectures, we are focusing on the clinical symptoms of each drug. Потому что в наших лекциях мы делаем акцент на клиническом применении каждого препарата. Or the symptoms which are verified repeatedly in our clinic. Или на симптомы, которые очень часто повторяются именно в нашей клинике. Okay. I think we can go to the question and answer session.
Мне Okay. кажется, мы можем перейти на сессию вопросов и ответов.